Всем привет! Вы на канале Юзуру Хани Лайф. Это видеосообщение Юзуру своим поклонникам, опубликованное журналом Quadruple Axel в соцсетях X. Добрый день! Это Ханя Юзуру. Спасибо всем за постоянную поддержку. Получая так много поддержки, я думаю, что обязан прогрессировать. А еще у меня самого есть стены, которые я хочу преодолевать. Всегда есть чувство, что я хочу становиться все лучше и лучше. И впредь в показываемом мною катании, чтобы вы могли почувствовать развитие, например, в выражении разных мыслей и чувств, а также в технике и катании. Я буду изо всех сил тренироваться и дальше рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо, что всегда поддерживаете. Номер журнала Quadruple Axel с материалами о Ханю вышел и доступен к покупке, в том числе и в электронном виде, за 2800 йен. Сейчас расскажу вам некоторые высказывания Ханю в этом журнале. Я не думаю, что даже перейдя в профессионалы, суть как-то меняется. Мир, который я хочу выразить, артистизм и атлетизм, присущи фигурному катанию, неизменны. Но я явно ощущаю, что они углубляются и расширяются. Когда соревнуешься, всегда существуют правила, и необходимо выступать определенным образом. Но в мире шоу эти рамки можно стереть. С другой стороны, необходимо удовлетворить всех зрителей на 360 градусов, придумать производство видео и другого визуала, который показывается на арене, а также слова, которые смогут донести мои мысли и чувства. В этой ситуации я больше углубляю и расширяю свое мышление в тех областях, о которых раньше так и не задумывался. Мне нравится то, что зрители смотрят, ходят разные мнения, высказывают разные соображения, и каждый интерпретирует по-своему. Кажется, то, что я создаю, путь. Это могут быть какие-то ценности, фрагменты прошлое, будущее и так далее. Все это становится путем, и на нем можно что-то заметить, что-то почувствовать. И я прошу зрителей смотреть, разделять его со мной. Я счастлив, когда зрители говорят, что им понравился этот путь, что они рады были пройти по нему. Это приносит мне счастье, поэтому я могу продолжать идти по этому пути. Мне кажется, что нельзя просто развлекаться. Со времен соревновательной карьеры я думал, что соревнования – это не развлечение, и всегда придерживался этого как своей философии. Да, есть те, кто могут хорошо выступить именно потому, что получают удовольствие, и я прекрасно понимаю тех, кто считает это верным. В случае меня, если я просто развлекаюсь, то мне кажется, что я отношусь к этому недостаточно серьезно. Есть выступления, рождающие из напряжения, которое появляется только в случае провала, словно падение со скалы. И именно благодаря этому возможно усердно тренироваться и полностью отдаваться обучению изо дня в день. Даже в творческой сфере недостаточно просто получать удовольствие от создания чего-либо. Конечно же, это делается потому, что приносит удовольствие, а также потому, что кто-то посмотрит и насладится тем, что ты создаешь. Вот что приносит мне радость и счастье. Но я также без остановки ощущаю и думаю о том, что, продолжая наслаждаться только этим счастьем, не станет ли все в конечном итоге пустым, лживыми словами и лживым мировоззрением. На это у меня все. Спасибо, что посмотрели до конца. Пока!